Привет, друзья! Вы на канале Анны Галич, и сегодня мы будем расписывать очень интересный пряник. Это матрешка под хохлому. Спасибо за ваши репосты, теплые комментарии и лайки, которые вы оставляете под моими видео. Это очень вдохновляет на новые мастер-классы и рецепты. Схему пряничной матрешки, а также рецепты глазури и пряничного теста вы найдете в закрепленном комментарии под этим видео. Возьмем распечатку схемы, сверху положим прозрачный пергамент или кальку и переведем рисунок на пергамент. Теперь берем кальку, пряник, переворачиваем наш шаблон на пряник. Если где-то его плохо видно, наметьте. Я на самом деле вот такие простые рисунки не перевожу, делаю на глаз, но иногда все-таки делаю какие-то себе наметки. Также можно прокалывать шилом, если не хотите, чтобы был карандаш. Сейчас мы будем закрывать его обводкой. Это базовая глазурь, окрашенная ярко-красный цвет. Начинаем вот отсюда. Чистая насадка, чистый кончик. Держите его под влажным полотенцем, чтобы не сох. И в процессе работы тоже его подтирайте о влажное полотенчико. Приклеиваемся и сразу поднимаемся вверх и давим глазурь. Жгутик ложится с провисанием. Для чего подниматься над пряником так высоко? Это нужно, чтобы линия была более ровная, и вы лучше будете контролировать, куда ее положить. У вас будет возможность направить ее туда, куда вы хотите. Вот здесь сейчас будет резкий сгиб, я прекращаю давить, ставлю как бы точку, завершаю работу. И лучше сейчас вот с этой стороны начну заново. Приклеиваюсь. Видите, линия склейки очень незаметная, благодаря тому, что глазурь, хоть и базовая, но достаточно жидкая. Я ввела много краски, поэтому она разжижилась. Сгущать ее не нужно. Это очень хорошо, что она такая получилась. Если какие-то дефекты появляются, берите шило и корректируйте их шилом. Если ошиблись, если линия плохая, счищайте ее, только делайте это не во внешнюю сторону пряника, а во внутреннюю. То есть берете мастихин или там полотенце и вот так вот внутрь счищаете, чтобы не испачкать край пряника. Теперь мы можем обвести лицо. Круги очень сложно обводить, так, чтобы они получались ровными. Это, наверное, самое сложное, что у нас есть в нашей хохломской матрешке. Укладываем жгутик. Просто поднимайтесь выше. Вот я где-то на 1,5-2 сантиметра аж поднимаюсь. Прекращаем, да, давить, спускаемся ниже и стыкуем нашу линию. Если вы двигаете пряник, удобно это делать на салфетке, будет меньше риска испортить. Теперь делаем вот такие волны, причем, посмотрите, здесь я уже не поднимаюсь высоко, а рисую как бы по поверхности пряника. Аккуратно, незаметно стыкуюсь к контуру. Учитывайте тот момент, что яркая глазурь будет красить рот, и предупреждайте об этом ваших заказчиков, если они хотят у вас яркие пряники. Ждем, пока обводка высохнет, на это уйдет порядка 10 минут, и продолжим роспись. Я беру черную заливочную глазурь и обвожу мой пряник. Слой достаточно толстый, если вы будете делать это тонким слоем, то он у вас быстро подсохнет и будет некрасивая граница. Делаю все аккуратно, чтобы не испачкать красную линию. И быстренько возвращаюсь к тому месту, где начинала, и двигаюсь из стороны в сторону, заполняю мой пряник. Если мало нальете глазури, то она не расплывется хорошо. То есть, если у вас хорошая консистенция, глазурь, которая всплывается на счет 7-10, но на прянике она вот не разливается, не расходится, то, скорее всего, просто мало налили. То есть объема недостаточно, лужи нету, нечем расплываться. Корректируем форму шилом, убираем пузыри, прокалываем, и можно вот так вот немножко подвигать, если уж совсем не расплывается. Много тоже наносить нельзя, потому что может потечь за дамбу, и слишком толстый слой это невкусно. Все оставляем. Чуть-чуть прихватиться такой пленочкой, корочкой. У меня в мешке такая же точно глазурь, как для заливки черным цветом. То есть это та глазурь, которая всплывается на счет 8-10 для работы с обводкой, с дамбой. И вот тут очень важный момент. Вы должны сделать дырочку потоньше, потому что, обратите внимание, у нас довольно маленькие элементы заливаются. Если вы их просто сверху зальете, то впоследствии у вас могут быть такие, как дырки, провалы. Да, провалы и даже дырки. Чтобы этого не было, я сначала заполнила углы, затем тонким слоем залила. Если вы хотите побольше объем, то только уже в конце вот заливайте побольше, видите, туда. Еще раз давайте этот момент пройдем. Ну вот здесь не будет никаких провалов, они бывают там, где маленькие какие-то детали. То есть здесь мы просто заливаем
Делаем обводочку сначала. Вот тут, где узкое место, вот в этом месте, вам нужно очень тонким слоем, очень внимательно прям вживлять айсинг в углы обводки. То есть это тоненький-тоненький слой. Аккуратно его туда вживляем. И только потом можем добавлять объем айсинга. Если я сейчас просто сверху налью, то будут такие вмятины в айсинге. А возможно даже дырки. Такое тоже бывает, если не соблюдать технику. Еще дырки могут быть, если глазурь у вас была давно взбита и белок уже потерял свои свойства, то есть нет вот этого хорошего объема, который ваш правильно взбитый белок держит. И от этого корочка тонкая, внутри воздух, и тоже могут быть такие провалы. В прямом причем смысле. Друзья, если вам нравится мой мастер-класс по росписи пряничной матрешки, пожалуйста, поделитесь им в любой своей социальной сети. Это очень поможет продвижению моего канала. То есть не сразу толстый слой, сначала тоненький, и потом увеличиваем объем. Делаем все очень аккуратно. Посмотрите, как здорово мне помогает салфетка крутить мой пряник и не вляпываться в него. И если вы все еще этого не сделали, обязательно подпишитесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы всегда вовремя получать уведомления о новых мастер-классах. Скорректирую форму шила. После того, как красный и черный покрылся корочкой, пленочкой, я могу нанести бежевую глазурь туда, где будет лицо. Как изготовить тон кожи? Вы берете капельку маленькую, даже не капельку, а четверть капельки желтого и столько же розового. Соединяете, добиваетесь нужного цвета, заливаете водой. Здесь у нас глазурь, которая сливается на счет 8-10, то есть не очень густая. Обвели, потом сделаем объем хороший, то есть нальем побольше. Пусть лицо будет такое выпуклое, хорошенькое. При помощи шила проткнем пузыри, сделаем это как можно скорее, пока не схватилась у нас поверхность корочкой. Когда глазурь на прянике полностью высохла, мы переводим рисунок на пергамент, прислоняем шаблон к прянику таким образом, чтобы карандаш был к вам, а здесь был чистый пергамент. Затем берем шило. Если шила нет, то тогда поступаем как обычно, отправляем карандаш к нашему прянику и обводим так, чтобы линии там отпечатались. Но здесь у нас есть возможность поступить по-другому. Внешний контур мы, естественно, не обводим, да, тот, по которому мы заливали. Мы распределяем равномерно вот эту центральную композицию по центру нашей матрешки и начинаем переводить композицию для росписи. Я делаю это шилом, и когда процарапываю элементы, они очень классно отпечатываются на темном айсинге. Посмотрите, все прекрасно видно. Переводите аккуратно, не смещайте пергамент так, чтобы у вас была ровная, красивая композиция. И лицо. Готово, можно расписывать. Сначала мы будем расписывать лицо. Для этого возьмем базовую глазурь белого, бежевого, либо вот золотого цвета и нанесем на губки. Точку на нижнюю губу. Затем возьмем зубочистку или шило и вибрирующими движениями вытянем уголки из глазури. Ну, на самом деле это такая полузаливочная, полубазовая глазурь. Совсем базовую нельзя, потому что у вас губки не расплывутся и будут не гладенькие, они будут с такими некрасивыми линиями, вам это не нужно. Нижняя губа есть, подождем, когда она подсохнет, а пока можем заняться росписью глаз. Берем кисточку синтетическую номер 1 или 0 и порошковый краситель, диоксид титана, либо гелевый, если он у вас есть. Если порошок, то тщательно его разводим водой. Затем подсушиваем кисть так, чтобы на ней было немного краски, чтобы не разъедала глазурь, чтобы ложилась ровно. И если накосячим, то было легко это исправить. Когда на кисточке много краски, сделать это гораздо сложнее. Пишем аккуратно, внимательно, потому что если вы сейчас ошибетесь, замыть, как-то затереть это, возможно, но будут последствия не очень хорошие. Расписываем белок, то есть вот эту вот склеру, заполняем все пространство глаза белой краской. Не очень толстый слой, заметьте, да, просто рисую белую подложку. Он такой даже полупрозрачный получается, без кусков.
увеличим глазки. Старайтесь всегда у таких мультяшек разных широко расставлять глаза, то есть не близко, а широко. И благодаря этому ваши герои будут смотреться сказочно. Уже подсохла нижняя губа, можем нанести верхнюю. Ставим точечку 1 и точечку 2. Это очень маленькие точечки, как вы заметили, то есть не большие. Не делаем ей ботокс никакой. Хоть это сейчас и модно надувать губы, нет, у нее будет довольно скромненький рот. Вытягиваем их аккуратно в бок, при этом ваши уголочки вот эти должны быть очень тоненькие и смотреть не вниз, а строго-строго в сторону. Делаем это быстро, чтобы глазурь не успела высохнуть. Прям под лупой надо работать. Все, очень кокетливый, красивый ротик получился. Такой клювик. Здорово. Поставляем. Пусть подсыхают, и можем заняться бровями, потому что глаза еще трогать рано. Они должны хорошо высохнуть, вот этот белый цвет. Бровки у нас будут коричневые, бежевые и красный цвет вместе смешанные, хорошо разведенные водой. То есть вот я много-много воды добавляю. Затем хорошо подсушиваю кисть, можно это также делать на салфетку. То есть у меня на кисточке должно быть очень-очень мало краски, чтобы не испортить мою девочку. Рисуем бровки. Бровки рисуем еле заметные. Они у нас будут бежевого такого цвета, да, не яркие. И располагаются как бы домиком. Ничего страшного, если они на разном уровне, это наоборот даже кокетливо смотрится, как будто она повела бровью, будет более живо смотреться. Еще подсушим кисть, то есть это должен быть более нежный оттенок, или добавим туда побольше желтого и розового, с тем, чтобы у нас получился такой как бежевый цвет, коричневый. Побольше воды, подсушиваем и рисуем носик. Здесь у нас будут просто 2 маленькие-маленькие запятушечки такие. Готово. Носик готов. Больше ничего с ним делать не будем. Снизу этим же цветом, пока у нас есть, подведем гладик. Рисуем не по белому, а по глазури. Полупрозрачный такой тон. Это чтобы взгляд встал на место, чтобы он не был размытым, размазанным. Готово. Можем сделать с вами челку. Приклеиваемся в этом месте. Глазурь золотистого цвета или вообще любого, которого вы хотите. То есть вы делаете волосы такими, как вам нравится. Параллельно отсаживаем несколько жгутиков. Тут сбоку красиво закрываем. Ровненько. Затем сверху в промежутке тоже отсаживаем глазурь. И одну прядку выведем сюда. Также поступаем с противоположной стороны, только здесь у нас будет чуть меньше по объему наша челка. И в конце мы должны взять кисточку, и пока глазурь еще мягкая, при помощи нее дорисовать те пряди, которые мы хотим. А хотим мы не такие змеи, да, которые у нас получились, колбаса целая, а не волосы, а хотим мы тоненькие, аккуратные пряди. Поэтому берем кисточку и самостоятельно рисуем пряди. Делаем это быстро, пока глазурь у нас не высохла. Кисточка должна быть влажная, но не сырая. Если сырая, глазурь будет расплываться, и будут некрасивые такие водянистые пятна. Я думаю, что глаза уже у нас высохли. Давайте их распишем. Нам нужен голубой цвет. Разбавим голубую краску водой. Хорошенько подсушим кисть. И начинаем расписывать. Оставляем небольшое количество белка слева. Делаем дугу. Вниз не проходим, то есть оставляем беленького где-то миллиметрик снизу. Делаем вот такую вот историю. Вот в этой части оставим двойной блик. То есть я обвожу все и потом заполняю краской. Один глазик есть. Переворачиваю мою девочку. И рисую второй глазик. Отступаю столько же белого. Снизу такое же расстояние. И стараюсь сделать точно такой же размер. Место под блик. Заполняю краской. И сверху оставляю пустыми где-то миллиметра 2. Это для века. Обратите внимание, у меня этот глаз получился больше, этот меньше. И вот этот уменьшать смысла нет. Мы лучше увеличим вот этот глаз. Все, они примерно одинаковые. Этот получился светлее. Давайте сделаем его поярче. А теперь мы должны сделать такую интересную штуку. Мы должны взять яркий голубой цвет. Прям яркий-яркий, практически
неразведенной водой и нарисовать полоску вот в этом месте. Темную полосу. Яркую и темную. Это будет тень от ресниц. Так. Вот она. То есть мы ее рисуем на вот этой роговице, на голубом глазике. С этой стороны и с этой стороны тоже. То есть мы нарисовали с этой уголок, с этой стороны уголок и сюда уголки. Это такой темно-синий цвет. Затем берем ярко-коричневую краску. То есть много-много краски, мало воды. Довольно густая. Я черный не рисую, но можете и черный сделать зрачок. И по центру рисуем такой темный кругляшок. Если вам хочется для того, чтобы сформировать круг, закрасить блик, не делайте этого. Пусть ваш зрачок будет лучше в форме полумесяца, чем он у вас закроет блики, которые нам необходимы. Именно благодаря им взгляд смотрится живым, естественным. Поэтому без бликов никуда. Берем на кисточку белый краситель, подсушиваем кисть от излишков краски и делаем такой полумесяц в зоне левый нижний угол, то есть вот эта часть, и двигаюсь, отступив от края 1 мм. То есть я его рисую вокруг зрачка коричневого. Это придает взгляду такую хрустальность, да, то есть становится взгляд округлым. Теперь я могу нарисовать реснички. Беру коричневую краску, очень хорошо подсушиваю кисть, чтобы вообще не было на ней много влаги. Это поможет нарисовать аккуратно. При этом краска довольно яркая, не полупрозрачная. И начинаю рисовать вот отсюда. Не с самого уголка, а чуть выше. Рисую сначала тоненько, потом делаю все шире, такую как стрелочку. И вывожу ее вот сюда. И можно еще парочку сделать ресничек. Опять же, начинаю очень тоненько. Вывожу ресничку и еще парочку. Если хотите, можете делать ресницы более яркими, мне достаточно столько. Осталось только нарисовать и щечки. Для этого я беру порошковый краситель, который называется цветочная пыльца. Беру бумажное полотенце и хорошенько стряхиваю лишнюю крошку. Растираю кисть, с тем, чтобы у меня было ощущение, что краски на ней не осталось. И вот такими набивающими движениями сверху вниз я вбиваю пыльцу в зону щечек. Такая вот румяная красавица мечтательно получилась. Знаете, чего хочется ей добавить? Хочется добавить ей тени. И я себе это позволю. Я возьму бежевый краситель. То есть коричневую, хорошо ее подсушу. И вот тут вот добавлю верхнее веко. Хочется, да, это сделать. Я думаю, она только выиграет от этого. Лучше бы это было делать до ресниц, конечно же. Все, после того, как сделали тени, сейчас еще раз пройдемся с ресничками. Вот надо было сделать тени, лучше сделайте это в начале. Подождите, пока тени подсохнут. И затем повторно нанесите реснички. Друзья, более подробный мастер-класс по росписи глаз со схемами и с большим крупным планом уже есть на моем канале. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии под этим видео. Такая красавица у нас получилась. И, наконец-то, заветная роспись под хохлому. Вот здесь центральный элемент матрешки. Для этого нам потребуется глазурь заливочная, которая сливается на счет 12-15, то есть достаточно густая, но все же заливка. Я использовала переходники, потому что иногда, возможно, мне захочется пересесть с более толстой насадкой на более тонкую. Чтобы глазурь не вытекала, я заткнула клювики при помощи зубочистки. Здесь у меня зеленый цвет, такой нежно-зеленый цвет. Здесь золото, здесь белый и красный. Давайте начнем с листьев. Наносим глазурь. Не стараемся выписать полностью вот эти остренькие углы, у нас все равно этого не получится. Какая бы тонкая насадка ни была, легче всего это сделать шилом. То есть берем шило и такими вытягивающими движениями наносим глазурь. Здесь можно скорректировать вот такими круговыми движениями.
Делаем это быстро, пока глазурь не начала схватываться, потому что она все-таки достаточно густая. Эти два оставлю, потому что если сейчас начну расписывать их, весь лист сольется, а нам нужно, чтобы все три элемента были отделены друг от друга. Распишу центральный элемент этого листа. Закрывайте полностью вот эту царапанную линию. Все должно быть аккуратно, никто не должен видеть, что у вас там какие-то процарапанные линии белые. Далее золотой у нас будет вот этот элемент. Капаем точку. Вытягиваем тоненький остренький клювик. Будем расти из середины. То есть в центр капаем и начинаем вот такими круговыми движениями вытягивать в стороны нашу глазурь. Всегда помним, что можем форму еще и шилом скорректировать впоследствии, да, если вы чувствуете, что уже глазури достаточно, а форму корректировать хочется, просто убирайте глазурь и работайте шилом. По поводу клубничек. Не лейте очень много, иначе они у вас будут расплываться, особенно если глазурь жидковата. Поэтому тут объем должен быть, но не очень большой. Из центра растем бока. Почему именно из центра? Почему нельзя взять, обвести ягодки и заполнить их глазурью? Есть такая штука, мы о ней уже, по-моему, с вами говорили, это провалы глазури. Например, вот тут они могли быть, да, у нас. Вот с клубничками та же абсолютная история. То есть они могут у вас провалиться. И согласитесь, это будет очень неэстетично. Поэтому лучше работать из центра, а не запечатывать воздух. Какие они красавицы. Опасное расстояние между ними может всплыться. Это не очень хорошо. Мы, конечно, сможем скорректировать кисточкой, но может быть видно вот это вот подтирание. То есть здесь работайте на чисто, не переделывайте вашу работу. Аккуратненько пишем, вовремя останавливаемся, подправляем, так, чтобы это было красиво. Ягодки от маленькой становятся все больше и больше. Это важный момент для композиции. Готовы клубнички, землянички. И у нас еще есть замечательные ягодки. Вот здесь мы просто держим насадку сверху и давим до получения вот такого шарика, кругленькой ягодки. Какие они красавицы, аппетитные. Давайте дождемся полного высыхания клубничек и только потом распишем вот эти листья, иначе рискуем вляпаться в землянику, когда будем расписывать листики. То есть не трогаем эти места. Мы можем расписать вот этот элемент. Там нам ничто не мешает, и мы ничего не мешаем. Также у нас будут довольно симпатичные цветочки, пятилистники такие. Начинаем здесь. Это не столько заливочная, сколько базовая глазурь, чтобы не расплывалась. Отсаживаем очень тонкой насадкой. 5 точечек. Если образовались пики, убираем их. То есть такими вибрирующими движениями вводим шило и подвигаем, и шарик расплывается. Маленькие, еле заметные цветочки. В центре этих цветочков мы сделаем золотую сердцевинку. Вот очень много капает. Если так, то лучше наносить эту капельку даже не при помощи насадки, а на шило отсадить немного глазури и этим шилом наносить в центр. Помните, у нас был золотой цвет, которым мы рисовали волосы и губы. Это была базовая глазурь, чуть жестче, чем заливочная. Я беру и делаю бусинки на вот этой шале. Так, делаю это аккуратно. Под углом 45 градусов приставляю насадку вот в это место. Давлю и вытягиваю ее, прекращаю давить и вытягиваю вот сюда. Давлю и вытягиваю вот сюда. Такие получаются как капельки. Если они не дотянулись до угла, помогите себе шилом или зубочисткой. В промежутках я прислоняю насадку сверху, то есть под углом 90 градусов, и начинаю отсаживать вот такие кругленькие бусинки. Их будет по 4 штучки. 1, 2, 3, 4. Каким образом их можно красиво отсадить? Давлю, прекратила давить, убрала. Давлю, прекратила давить, убрала. Давлю не на поверхности, а приподнимаюсь где-то на миллиметр. То есть давлю как бы в воздухе, пока не приклеится вот этот шарик. Если образовались пики, такие как у безешек,
Нам нужно их обязательно заправить, потому что это будет выглядеть очень некрасиво. Делаем это сразу, пока глазурь не высохла. Листья хорошо высохли, вокруг клубнички покрылись тонкой пленочкой, и мы можем смело продолжить нашу работу. Оставляем до полного высыхания. После того, как ягодки высохли, могут образоваться вот такие дырки. Это бывает, когда запечатывается воздух, корочка сверху недостаточно крепкая, чтобы удержать. Их можно подправить, то есть мы берем айсинг, вводим в эти дырочки, а затем кисточкой аккуратненько сглаживаем поверхность. Идеально, конечно, здесь загрунтовать не получится, но вы, по крайней мере, дырки прикроете, и особо этого заметно не будет. Теперь сделаем точечку вот в этом месте. Теперь нам нужно сделать вот для этих листиков стебли. Просто капаем точечку, затем берем шило и вытягиваем хвостик. Этот хвостик не должен коснуться ягодки, то есть до следующего элемента не должен стебель доходить. От ягодок уже будут идти зеленые стебелечки, и если вам вот эта насадка номер 1 будет слишком толстая, вы можете пересесть на более тонкую, например, нолик, 2 ноля или 3 ноля даже. Делаем косточки на ягодках. Я для этого меняю насадку на самую тонкую. У меня это либо Wilton единичка, либо Атека 3.0. Фиксирую. Приставляю кончик насадки вертикально, то есть сверху. И начинаю, практически не надавливая, просто смазывать айсинг. Делаю такие мазочки маленькие в шахматном порядке. И на ягодках вот здесь, на кончиках, отсадите белые точечки. Посмотрите, какая красота. Эта композиция у нас должна высохнуть для того, чтобы мы могли хорошо, безопасно покрыть золото. И начнем давайте с губ. Берем нежно-розовую краску. Разводим ее водой, хорошенько подсушим кисть, чтобы не наляпать лишнего, не налить. И окрашиваем губки. И именно поэтому не важно было, какой цвет вы использовали для отсаживания самих губок. Постарайтесь не коснуться кисточкой лица. То есть окрашиваем только то, что у нас губы. Тут айсинг, который именно вот на губах. И давайте сделаем челку. Капаем водичку. Набираем краску. Нам нужен сначала бежевый оттенок. Это желтый, слоновая кость и коричневый. Смешиваем. Может быть, красного добавим, если нужно. Вот такой вот цвет нам нужен. И начинаем прокрашивать отдельные пряди. Хорошенько красим у основания, достаточно много вот в этом месте. Опять же, аккуратно, чтобы не испортить лицо, нигде не намазать. Все делаем предельно осторожно. Потому что мы уже на финишной прямой, и будет печально, если что-то повредится. Вот тут будет тон интенсивнее у основания и в конце. К середине, вот к этому месту, будет светлее. Или наоборот, если вы слишком много нанесли краски, то вы можете взять вот так вот кисточку и подсушить, и снять лишний цвет, высветлить, то есть подправить на этом этапе без проблем можно. И я сейчас перехожу к окрашиванию с золотом. Для этого я беру порошковый металлик, это пищевой краситель, развожу его водой или водкой. Водка или спирт будет помогать золоту быстрее испаряться вот этой краски, но на самом деле водой также прекрасно разводится, если это качественный контурин у вас, то можно работать. Краску набрали и переходим к окрашиванию золотом. Старайтесь не испачкать черную обводку, да, черную основу. У вас должна быть очень аккуратная работа. Если вы испачкаете, то это будет неопрятно выглядеть. И помните, мы же подложку, саму глазурь использовали золотого цвета, так что если где-то вы не прокрасите золотом, ничего страшного нет. То есть у вас все будет все равно красиво. А вот если темное испачкать, это будет неопрятно.
Смотрите, какой роскошный золотой цвет. Наша матрешка готова, можно фотографировать, выкладывать в Инстаграм. Спасибо за внимание, творческих вам успехов! Спасибо за ваши репосты, комментарии и лайки, которые оставляете под моими видео. Тем самым участвуйте в развитии и продвижении моего канала. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы всегда вовремя получать уведомления о новых мастер-классах и рецептах. И загляните в закрепленный комментарий. Там я собрала для вас самые интересные ссылки по росписи пряников.